Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать видео, а также подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками, с которыми мы уже работали, но палитра такая в первый раз на канале. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из летней, из демисезонной, из зимней пряжи. Узорчики, один те же узорчики, но с разной пряжи смотрятся совсем по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми работаю сегодня. Особенно будет интересно новичкам. Называются Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров в моточке. По составу, что это за ниточки? Это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Цвет на камеру передается, мне кажется, более насыщенный, чем он есть на самом деле. Такая вот молодая зеленая травка. Но в любом случае назову вам цвет. Смотрите. 117. Видите? Вот. И я данную пряжу вообще вязала крючком номер 3. Поэтому сегодняшний узорчик я буду вязать крючком номер 3. Вы точно так же изучаете свою пряжу, аннотацию к пряже, рекомендации производителя по поводу крючка. Подбираете крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте наберем, например, 4 раппорта. Ну, я буду набирать это 32 воздушные петельки. И дополнительно еще 3 петельки, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Вы увидите. Получается, я набираю 35 воздушных петелек, но вы набираете сколько вам удобно. Все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, делаю одну воздушную петельку, отсчитываю от крючка вторую петельку, 1, 2, накид. Вот в эту вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку, у меня на крючке 3 петельки, и 3 петельки провязываю вместе. Это полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки по порядку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю опять 3 петельки вместе, полустолбик с накидом. И так далее. Я шагаю в каждую петельку своей цепочки и провязываю полустолбики с накидом. Это так называемый вспомогательный ряд, особенно для новичков, чтобы они в воздушных петельках не запутались, в столбиках точно не запутаются. Вы можете данный ряд провязывать столбиками с накидом, столбиками без накида. Можете провязывать, как я, полустолбиками с накидом, то есть на ваше усмотрение. Да? Когда уже у вас будет изделие, вы уже определитесь, какой у вас будет здесь ряд. Либо будете начинать сразу же с воздушных петелек. Итак, мы провязываем вот таким вот образом до конца ряда. Так, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 35 воздушных петелек, у меня будет 35 столбиков. Не сложно? Не сложно. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали полустолбики, так, в моем случае. Дальше приступаем непосредственно к самому узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Вот в верхушку следующего столбика ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. И в верхушку следующего столбика провязываем еще один столбик с накидом. Получается, вместе с 3 петельками подъема у нас здесь как бы 3 таких вот столбика. Да? Мы будем начинать этими столбиками ряд, мы будем заканчивать такими же столбиками ряд. Вы увидите. Далее смотрите, что мы делаем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь будьте внимательны. Делаем накид и ныряем вот в основание этого столбика. Возвращаемся сюда же. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим, не провязываем. Накид. Еще раз нырнули,
вытянули ниточку, подтянули, держим, не провязываем. Я буду делать так 4 раза. Вы можете делать больше, можете делать меньше, то есть на будущее это будет пышный столбик. Чем больше петелек, чем больше накидов, тем эффектнее пышный столбик, но и пряжи кушает больше. Поэтому смотрите, как вам будет удобно. Итак, делаем, смотрите, накид. Дальше пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик точно так же нырнули, вытянули ниточку 1, держим на крючке. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку 2, держим на крючке. Нырнули 3, и у меня получается будет 4. У вас может быть 5, 7, там, да, как хотите, может быть 3. Все держим на крючке. Накид. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий. Опять нырнули, вытянули 1. Я буду 4 раза делать. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. И вот когда у нас такое большое количество петелек на крючке, да, внимательно беремся вот так вот и аккуратненько провязываем все петельки до 2. Видите? Вот до 2. А теперь 2 петельки провязали вместе, тем самым вот мы зафиксировали наши пышные столбики. У нас получилась вот такая вот картина. Видите? 3 пышных столбика. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот где мы присоединялись с пышным столбиком. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик с накидом. Поняли, какая картина получается? Дальше второй столбик с накидом, в следующий, да, столбик провязываем. И третий столбик с накидом. То есть вот, смотрите, мы с вами провязали вот эти те самые 3 столбика, вот эти 3 столбика, то есть дальше будут опять пышные столбики. Еще раз повторяем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Возвращаемся вначале сюда же, в этот же столбик. Накид 1, накид 2, 3 и у меня 4. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий. Опять точно так же. Нырнули, вытянули ниточку. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Держим все на крючке. И накид. 2 столбика пропустили. В третий столбик нырнули. Вытянули ниточку. 1. Еще раз. 2. 3. И 4. И теперь все вместе аккуратненько провязываем одной петелькой. Оп. До 2 петелек на крючке. И теперь 2 петельки зафиксировали вместе. Все. Вот наши 3 пышные столбика с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Опять сюда же вернулись в начале. Провязали первый столбик с накидом. В следующий столбик нырнули, провязали второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Все. И вот таким вот образом, вот такой у нас интересный первый ряд, да, мы провязываем до конца ряда. 3 столбика, 3 пышных столбика, 3 обычных столбика, 3 пышных столбика с общей верхушкой и так далее до конца ряда. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. Но нужно приноровиться. Постарайтесь, у вас получится. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Вот наши 3 столбика, которыми мы начали ряд. И вот те самые 3 столбика, которыми мы закончили ряд, как я и говорила, да? Итак, далее 3 петельки подъема, поворот. Опять наши кромочные, так скажем, столбики, да? То есть в столбик провязываем с накидом. И в столбик провязываем с накидом. Далее нам с вами необходимо будет продолжить вот этот вот цветочек. Так, то есть мы провязали нижнюю половинку, теперь будем верхнюю половинку. Для этого, смотрите, накид. Ныряем, помните, вот сердцевинка. Прям в сердцевинку нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. 1. Опять накид, сюда же ныряем. 2. Держим на крючке. Накид 3. Накид 4. В моем случае, да, у вас может быть больше, может быть меньше. Просто повторюсь. И теперь провязали все до 2 петелек и 2 петельки. Вот еще один лепесточек получился. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же в сердцевинку ныряем, провязываем такой же пышный столбик. 1. Накид 2. Накид 3. В моем случае 4. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Еще один лепесточек. 3 воздушные петельки. И последний лепесточек делаем. Накид
опять в сердцевинку нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Раз, сюда же 2, 3 и в моем случае 4. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Как вам? Похож на цветочек? Идем дальше. Переключаемся вот на наши 3 столбика и провязываем столбики с накидом. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. А дальше повторяем, провязываем точно такой же, получается 3 лепесточка. Повторим? Давайте. Накид. Ныряем вот в сердцевинку, вытягиваем ниточку 1, накид 2, накид 3, накид 4. Провязали до 2 петелек, 2 петельки зафиксировали. 3 воздушные петельки. Следующий лепесточек. В сердцевинку нырнули 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. 3 воздушные петельки. И последний лепесточек сюда же. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали и дальше переключаемся на наши 3 столбика. Да? Все, столбики с накидом. Несложно? Я думаю, несложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, повторяйте, делайте скорость помедленнее, как вам удобнее. Вот наши цветочки. Красота! Все, давайте самостоятельно до конца ряда, потому что несложно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, какая красота получается. Красота, вы видите, двусторонняя. Здорово, здорово. На данном этапе вы можете остановиться, чтобы придумать интересненько в качестве для декора, да? А я продолжаю узорчик дальше. Итак, 3 петельки подъема, поворот. Провязываем точно так же в столбик, столбик с накидом и в столбик, столбик с накидом. Все, здесь несложно, здесь вы уже знаете. Над столбиками всегда будут столбики. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь присоединяемся вот к верхушке нашего пышного столбика. Аккуратненько за верхушечку беремся и провязываем столбик без накида. Вот такая вот арочка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И переключаемся на наши 3 столбика. Вот они. 1, 2, 3. И провязываем столбики с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. То есть по итогу смотрите, что у нас получается. Видите? Вот. Столбики, арочка, арочка, столбики. Дальше повторяем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на центральный наш лепесточек. Беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И опять переключаемся вот на наши 3 столбика и провязываем 3 столбика с накидом. То есть ряд вообще не сложный, да? 1, 2 и 3. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Угу. Все, давайте. Ряд несложный. До конца ряда провязывайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Все четко, все понятно, все ровненько, аккуратненько. Закончили ряд 3 столбиками. И я уже провязала следующие 3 столбика, да, получается, на следующий ряд. Ну, чтобы вас не отвлекать. Вот, видите, поняли? Вот они, опять 3 столбика. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять переключаемся, вот, где центральный наш лепесточек, где был столбик без накида. Беремся за верхушечку столбика без накида и провязываем тоже столбик без накида. Поняли? То есть вот у нас такие 2 арочки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше переключаемся вот на наши 3 столбика с накидом и провязываем тоже 3 столбика с накидом. То есть если внимательно посмотрите, то вы поймете, что мы повторяем полностью точь-в-точь 100% предыдущий ряд. Вот, видите? И точно так же 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на столбик без накида, тоже провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки и переключаемся на наши столбики с накидом и провязываем столбики с накидом. 1,
2 и 3. Поняли? Все, повторяем предыдущий ряд, нет ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, провязали мы еще один ряд. Вот такие у нас паучки начали, да, появляться. И я закончила ряд 3 столбиками и опять провязала 3 столбика следующего ряда, чтобы вас не отвлекать. Поняли, да? Вот наши 3 кромочных столбика. Дальше смотрите, что мы делаем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И возвращаемся к этому же столбику. Вот к нему. И начинаем опять набирать петельки для пышных столбиков. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. И у меня будет 4. Теперь смотрите. Накид. Вот перемещаюсь к столбику без накида предыдущего ряда и начинаю набирать опять петельки. 1, держу на крючке, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4, держу на крючке и переключаюсь на следующий столбик. 1, 2, 3, 4. Теперь провязываю все вместе аккуратненько одной петелькой. И у меня на крючке остаются 2 петельки. И 2 петельки, чтобы зафиксировать наши лепесточки. Поняли? То есть мы с вами провязываем вот самый-самый первый ряд. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Помните, да? Столбики с накидом. Все. То есть мы с вами повторяем самый первый ряд. И вообще ничего сложного, вы уже умеете его провязывать. И 3. Поняли, да? Все. Не сложно? Я думаю, не сложно. Далее, получается, у вас будет узорчик повторяться. 3 лепесточка. Возвращаетесь, вот такие 3 лепесточка. Потом у вас получается, как бы, ну, паучки делаем, да, то есть 2 ряда одинаковых. Вы делаете с арочками. Опять лепесточки, лепесточки, арочки, арочки. Лепесточки, лепесточки, арочки, арочки. 4 всего лишь ряда. Для тех, кто умеет работать со схемками, я сюда прилагаю схемку, да, прикладываю. Читабельная, очень все понятно, очень все доступно. Вяжите, сами себя контролируйте, проверяйте. Те, кто не умеет взять по схемке, посмотрите. Там и показаны пышные столбики, там показаны столбики с накидом, и без накида, и воздушные петельки. Вы разберетесь. Поэтому давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что красиво и необычно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, провязала я несколько рядочков. Вот такая красота по итогу у меня получается. То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт, да? Я провязала еще один вертикальный раппорт и 2 ряда от следующего. То есть здесь получается 2,5 раппорта. То есть я остановилась на цветочках, то есть точно так же, как получается начала. Либо могу закончить точно так же обвязочкой, полустолбиками с накидом, да? Либо могу столбиками с накидом, то есть ну, уже как мне будет необходимо. Вот такая красота. Красота у нас двусторонняя, видите? Вот в моем случае вот так вот тянется из моих ниточек. Пробуйте из своих ниточек. Может тянуться больше, может тянуться меньше. Давайте найдем идейки, что может связать данным узорчиком. То есть, опять же, летние ниточки, значит, это будут летние вещи, топики, маечки. Угу. Возможно, это будет интересная накидочка парео на пляж. Вы берете летние ниточки, может быть, меньше делаете пышных столбиков, да? А может быть, наоборот, больше на ваше усмотрение. Демисезонные ниточки – это жилеточки, кофточки, кардиганчики, шарфики. Зимние ниточки, ну да, вот такие, скажем, дырявчатый узорчик, но симпатичный, да. Не забывайте, что узорчик мы можем переворачивать, как нам удобно. То есть, как у нас будут располагаться наши столбики, да. Крутите, вертите, меняйте цветами. Возможно, у вас будут разные цветочки, да, то есть берите остаточки ниточек, может быть, это будет интересный коврик, например, полиэфирный шнур, полипропиленовый шнур, сумочка, то есть подбирайте идейки. Если вы что-то довязали уже данным узорчиком, то нам рассказывайте, пишите в комментариях, какими ниточками, что у вас получилось. А если еще не вязали, подбрасывайте идейки, где вы видите, в каком изделии данный узорчик. Итак, давайте замерим сегодняшнюю мою красоту. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, допустим, да, то у меня это получается сегодня вот 17 сантиметров. Ну и тут получается 4 ряда 1 раппорт, 4 ряда 2 раппорт, это уже 8 рядочков, 2 рядочка это цветочек, так, 10 рядов и первоначальный наборный 11. Давайте замерим по самой широкой части
11 сантиметров, то есть каждый ряд сантиметр. И по самой узкой части, например, да, ну вот 10 с хвостиком. Вот такая красота. Как вам? Я надеюсь, нравится. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.